В текущем году мы отмечаем 15-ю годовщину основополагающего акта НАТО-Россия, и мы отмечаем 10-ю годовщину создания Совета Россия-НАТО. По-моему, мы проделали очень большой путь за это время, и мы очень большую работу проводим вместе. Это вполне целесообразно для всех из нас. Мы сталкиваемся с теми же самыми вызовами нашей безопасности, и за счет кооперативного подхода к их решению мы все выигрываем. Именно так мы решили и поступить на встрече в верхах Совета Россия-НАТО в 2010 году в Лиссабоне. Мы приняли решение о построении подлинно стратегического партнерства, и мы наших обязательств придерживаемся. Я уже говорил с вновь избранным президентом Путиным и министром иностранных дел Лавровым совсем недавно. Мы все заинтересованы в диалоге, в практическом сотрудничестве. Именно поэтому мы договорились провести встречу министров иностранных дел очень вскоре, через 3 недели. И именно поэтому новый президент России и я договорились встретиться вскоре. Конечно же, коллективная работа требует доверия, и на построение доверия уходит время. Это связано с пониманием того, что самый правоверный подход к построению безопасности, к укреплению безопасности, это за счет сотрудничества, а не конфронтации. Мы сталкиваемся с большим числом аналогичных проблем, поэтому и решать их нужно вместе. Речь идет о том, чтобы проявить прагматизм. НАТО и Россия не являются противниками или врагами. Мы всецело заинтересованы в построении стратегического партнерства между нами, и мы этим занимаемся совместно. НАТО не представляет собой угрозы для России никоим образом. У нас заключено транзитное соглашение с Россией, мы очень высоко ценим это соглашение, от которого выигрывает наша операция в Афганистане, что также и в интересах России. Позвольте мне также подчеркнуть, что мы пользуемся этим соглашением для транспорта так называемых нелетальных товаров, несмертоносных товаров. То есть это не оружие. Мы не занимаемся переброской войск через вашу территорию. У нас нет никакого намерения открывать базы на территории Российской Федерации. У нас очень практическое соглашение, которое позволяет нам переправлять несмертоносные грузы на благо, в поддержку наших операций в Афганистане и на благо России. В том, что касается Ливии, мы приняли действия на основе четких полномочий ООН. Совет Безопасности ООН принял историческое решение защитить гражданское население Ливии против нападений со стороны их собственного правительства. Мы приняли решение принять действия для того, чтобы реализовать эту резолюцию Совбеза вместе с партнерами из региона. Мы проводили наши операции в полном соответствии с мандатом ООН и в рамках международного права. Полагаю, что на нас лежит обязательство защищать целостность и независимость Совета Безопасности ООН, занимаясь претворением таких важных его резолюций. У нас сложилось прекрасное сотрудничество с Грузией в рамках комиссии НАТО-Грузия. НАТО приняло решение на встрече в Верхах в 2008 году, что Грузия станет членом НАТО на какую-то дату в будущем. Конечно, при том условии, что Грузия выполнит все необходимые условия. Тем не менее, Грузия пока еще эти условия не выполнила. Но Грузия продвигается вперед в этом деле, и это продвижение вперед отражается
в совместной работе в рамках комиссии НАТО-Грузия. Сейчас было бы пока преждевременно указывать на какой-то график в том, что касается будущего вступления Грузии в НАТО. Но позвольте мне подчеркнуть, что двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, которые хотели бы стать членами НАТО, если они будут удовлетворять определенным критериям. И это для нас основополагающий принцип, что для каждое суверенное государство в состоянии решать вопрос о членстве в НАТО само по себе. Это основополагающее право всех суверенных стран принимать решения о том, в какие альянсы они хотели бы вступать. НАТО приняло решение о разработке системы ПРО-НАТО, потому что мы считаем, что ракетная угроза — это реальная угроза, и мы хотели бы защитить наше население наших стран, наших государств-членов против таких ракетных угроз. Поэтому мы приняли решение о разработке системы НАТО. И ожидаем, что у нас будет объявлено о выполнении среднего этапа становления этой системы уже в мае на Чикагском саммите. В то же время мы пригласили Россию сотрудничать с нами в этом деле, потому что с нашей точки зрения у нас взаимные интересы, взаимная заинтересованность в сотрудничестве в области противоракетной обороны для того, чтобы защитить население России, как и население стран НАТО, и защитить их эффективно. Если мы будем сотрудничать в этом деле, тогда вся система от этого станет намного более эффективной. И позвольте мне также отметить, что система НАТО не направлена против России, что ее архитектура не соответствует возможностям или желанию напасть на Россию и никак не подрывает так называемый стратегический элемент сдерживания России. Поэтому технически она никак не направлена против России. С политической точки зрения у нас нет абсолютно никаких намерений нападать на Россию. Уже 15 лет назад, когда мы наш основополагающий акт, мы заявили о том, что ни Россия, ни НАТО будут прибегать к использованию силы против друг друга. И это по-прежнему остается в силе. Надо сказать, я полагаю, что наилучший способ для России обеспечить транспарентность и посмотреть собственными глазами, что наша система не направлена против России. Лучше всего было бы принять участие в сотрудничестве, принять наше приглашение. В частности, мы заявили о создании совместных центров, где мы могли бы обмениваться данными, где могли бы готовить совместные учения, где мы могли бы разрабатывать общие оценки угроз. Мы действительно намереваемся продемонстрировать максимум транспарентности. И мы считаем, что это было бы в наших общих интересах сотрудничать в области противоракетной обороны. Мы объявим о промежуточной готовности систем НАТО в Чикаго, но тем не менее мы намереваемся продолжать развивать наш диалог с Россией. Я по-прежнему хотел бы выразить надежду о возможности подыскать эффективные решения. Ну, конечно же, мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы снять озабоченность, выражаемую Россией. Но некоторые из вопросов, вызывающих озабоченность, абсолютно не обоснованы. И необходимо тесно сотрудничать для того, чтобы не оставалось больше никаких недоразумений. Итак, я думаю, что было бы преждевременно представлять любой точный график. Я просто хотел бы подчеркнуть, что Чикаго — это не последний срок, что мы будем продолжать наши переговоры с Россией. И за пределы СРН в Чикаго мы также намереваемся продолжать работу в Совете России и НАТО. И не только в том, что касается противоракетной обороны, но также продолжать нашу работу над другими направлениями, представляющими общий интерес. Афганистан, конечно же, одно из таких направлений. Я хорошо понимаю, что это вопрос
вызывающий большую заинтересованность в России. То есть принять участие в дискуссии относительно будущего Афганистана в ближайшие годы. Ну, нам, конечно же, на опыте известно, что ситуация в Афганистане имеет самое непосредственное воздействие на положение в России, на Россию. И поэтому заинтересованы в коллективной работе с Россией по Афганистану, и Совет России и НАТО — это прекрасный форум для этого. Я также, наверное, думаю, что мы будем продолжать работу в рамках Совета России и НАТО над борьбой с терроризмом, с наркотиками. Хотел бы подчеркнуть наши усилия в борьбе с наркотиками и с пиратством также. Это также направление, представляющее взаимный интерес. Так что по всему спектру взаимодействия мы будем работать с Советом России и НАТО и после Чикагского саммита.